Всем привет! С вами вновь Якимов Игорь. Мне зрители часто задают вопрос, а что лучше, реле напряжения или стабилизатор напряжения? Эти два устройства служат для защиты электрических устройств от скачков напряжения в электрической цепи. Но работают они по-разному. Каждое устройство выполняет свои функции, поэтому желательно применять и реле напряжения, и стабилизаторы напряжения. Давайте разберемся о плюсах и минусах стабилизаторов напряжения и реле контроля напряжения, а после рассмотрим, как использовать эти устройства в различных ситуациях. Ссылки на другие ролики по стабилизаторам и реле напряжения вы найдете в описании. Подпишитесь на канал и жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые видео по этой теме. И, конечно, поддержите видео лайком и репостом. Основное достоинство стабилизатора напряжения – это поддерживать напряжение на выходе, что обеспечивает стабильную работу бытовых устройств. Стабилизаторы эффективно работают при плавном изменении напряжения. Большинство стабилизаторов имеют встроенную защиту от перенапряжения и низкого напряжения, но при резких скачках напряжения могут сами выйти из строя, так как скорость срабатывания этой защиты не очень высокая. Стабилизаторы напряжения достаточно громоздкие, поэтому при решении поставить стабилизатор напряжения нужно выделить место для его установки и по возможности защитить его от пыли и влаги. Прибор при работе греется, поэтому следует обеспечить в месте установки отвод тепла от устройства. И к тому же стабилизаторы напряжения стоят гораздо дороже, чем реле контроля напряжения. Основные достоинства реле напряжения – это быстрое срабатывание на скачки напряжения и малые габариты, что позволяет их устанавливать в щит и в розетку. Некоторые реле напряжения имеют дополнительную возможность сделать защиту потоку. К тому же они стоят гораздо дешевле, чем стабилизаторы. Но эти реле не стабилизируют напряжение на выходе. Какое пришло, такое и ушло. Из-за этого приходится выставлять диапазон защиты по напряжению гораздо меньший, чем тот диапазон стабилизации напряжения, который могут обеспечивать современные стабилизаторы. При рабочем напряжении 230 вольт и допустимом отклонении напряжения сети в 10%, диапазон срабатывания реле не стоит ставить шире, чем от 200 до 250 вольт. При выходе за эти пределы реле отключает жилище от электрической сети. У стабилизаторов гораздо больший диапазон напряжения для работы. У моего стабилизатора он составляет от 120 до 290 вольт, что позволяет ему не отключать сеть при большом колебании входных напряжений. При выходе же за эти пределы он также обесточивает нагрузку. Первый вариант – это однофазный ввод и колебания в сети небольшие. Мигание освещения не чувствуется, питание не уходит за пределы 10%. В этом случае достаточно поставить в щите на все жилище реле напряжения. Следует поставить отсечку на реле напряжения чуть дальше, чем отклонение в 10%. У меня в сети напряжение 230 вольт. Я поставил отсечку на реле от 200 до 250 вольт. При выходе напряжения за эти пределы реле отключает жилище от электрической сети. Особое внимание стоит уделить на время для восстановления подачи напряжения. Для большинства оборудования достаточно выставить задержку в 30 секунд. Исключением является холодильное оборудование, содержащее компрессоры. О нем поговорим чуть позже. Подробные настройки на реле напряжения я рассматривал в другом ролике, ссылку дам в описании. Если у вас есть котел отопления, то на него следует поставить отдельный стабилизатор. Это требует производители котлов, чтобы на них действовала гарантия. Подключить его можно к общей сети жилища. Если у вас есть возможность, то рекомендую сделать выделенную линию на котел.
Тогда эту линию можно пустить мимо общего реле напряжения и поставить на нее свое реле. На реле выставляете диапазон напряжений по границам стабилизации стабилизатора. Тогда отопление не будет выключаться в большем диапазоне разброса входных напряжений сети. Особое внимание стоит уделить компрессорному оборудованию. К нему относятся холодильники, морозильники и кондиционеры. Особенность их эксплуатации в том, что при их отключении повторное подключение следует делать не ранее 3 минут. 3 минуты – это минимальное время задержки включения. Сами производители рекомендуют делать паузу в 10 минут. Для чего нужна такая пауза? В процессе работы компрессорного оборудования в нем создается давление, которое не дает стартовать двигателю компрессора при повторном включении, пока не спало давление. В результате или срабатывает защита двигателя, или он может сгореть. Чтобы застраховать себя, ставьте дополнительное реле напряжения в розетку. На реле устанавливайте задержку от 3 до 10 минут. Ссылку на такое реле напряжения, которое вставляется в розетку и имеет гарантию 5 лет, я дал в описании. Там же дал и ссылки на реле напряжения в щиток. Китайский дешевый без гарантии и отечественный с гарантией 5 лет. Плюс найдете ссылку, где я заказал стабилизатор напряжения. Если у вас трехфазный ввод и небольшие колебания сети, то подключение приборов очень похоже, как в прошлом варианте. Только реле напряжения ставится на каждую фазу. Подключение котла, холодильника, кондиционера такое же, как и в однофазном варианте. Не покупайте трехфазное реле напряжения. Если вы его поставите, то при аварийных колебаниях напряжения на одной фазе будут выключаться все 3 фазы одновременно, а это неудобно, так как обесточивается все жилище. Трехфазные реле напряжения используются именно для трехфазных потребителей, таких как станки, имеющие трехфазные двигатели. Если у вас большие колебания сети и однофазный ввод, то желательно ставить стабилизатор напряжения на вход квартиры, а сам стабилизатор защитить реле напряжения. Реле напряжения быстрее срабатывает на перепады напряжения, чем защита в стабилизаторе. Тем самым оно может защитить как сам стабилизатор при резких скачках напряжения, так и подключенную к нему аппаратуру. Диапазон защиты по напряжению устанавливаем по диапазону стабилизации стабилизатора. Компрессорное оборудование, такое как холодильник, подключается через розеточное реле напряжения, так же как и в прошлых вариантах. Если вы не можете позволить себе поставить стабилизатор напряжения на вход в жилище, тогда следует разделить все потребители электроэнергии на те, которые нуждаются в стабилизированном напряжении, и те, что не нуждаются. Потребители, которые не нуждаются в стабильном напряжении, можно просто подключить через общее реле напряжения. Котел отопления и холодильник отвечают за тепло в жилище и сохранность продуктов. Желательно, чтобы они работали в гораздо большем диапазоне напряжения, чтобы реже отключались. Поэтому к ним следует протянуть отдельные линии и поставить стабилизаторы. Вход стабилизаторов защищаем реле напряжения, которые можно установить в щит. Отсечку на реле напряжения ставим по пределам стабилизации стабилизатора. В моем бы случае эти пределы были бы от 120 до 290 вольт. На реле напряжения для котла достаточно поставить задержку включения в 30 секунд, а для холодильника более 3 минут. Если у вас стоит кондиционер, я бы не рекомендовал ставить на него стабилизатор. Можно переждать перебои напряжения и без него. Но все равно на него следует поставить отдельное реле напряжения в щит с задержкой включения более 3 минут. Если у вас трехфазный ввод и по всем 3 фазам напряжение скачет, то следует использовать 3 отдельных стабилизатора напряжения на каждую фазу.
Каждый стабилизатор следует защитить отдельным реле напряжения. Отсечку в реле напряжения также выставляем по границам стабилизации. Не забываем, что стабилизаторы должны быть защищены и автоматическими выключателями. Не ставьте один трехфазный стабилизатор, так как в случае срабатывания в нем защиты отключаются сразу 3 фазы, а это неудобно в использовании. Эти стабилизаторы применяются для чисто трехфазных потребителей. Холодильник подключаем через отдельное реле напряжения. Вообще, для этой цели достаточно было бы использовать таймер с задержкой включения. Но среди бытовых таймеров с включением в розетку я подобных не встречал. Знаю только промышленные варианты таймеров для установки в щит, которые стоят довольно дорого. Если вы знаете бытовые таймеры для установки в розетку для задержки включения, напишите в комментариях. Мне и другим зрителям ролика это будет интересно. И давайте рассмотрим вариант, когда нет денег, чтобы ставить стабилизаторы напряжения на каждую фазу. Тогда одну фазу выделяем под приборы, которым нужна стабилизация, и ставим на нее стабилизатор с реле напряжения. Диапазон срабатывания реле напряжения настраиваем по границам стабилизации стабилизатора и ставим задержку отключения в 30 секунд. На остальные две фазы ставим просто реле напряжения с настройками под стандартное входное напряжение. К этим фазам подключаем всю остальную электрику. Холодильник и кондиционер подключаем к стабилизируемой фазе через реле напряжения с задержкой более 3 минут. Надеюсь, я помог вам разобраться, как лучше применять реле напряжения и стабилизаторы, как раздельно, так и в связке друг с другом. Если считаете этот материал достойным, то поставьте лайк и поделитесь видео с друзьями. А я продолжаю для вас делать ролики. Подпишитесь и жмите колокольчик, чтобы их не пропустить. Буду благодарен донатам для развития канала. Ссылки на приборы из этого ролика найдете в описании. До встречи в новых и старых видео.